Сегодня я покажу город, который построили староверы, а потом отправимся в деревню, которая выглядит как типичный спальный район Москвы. Я пройду этот маршрут, чтобы понять, как в этих местах уживаются такие контрасты и почему жизнь здесь устроена так, что статус города или деревни не имеет никакого значения. Куровское и Давыдово. Погнали! Из Москвы до города можно добраться за 2 часа, и стоит это 414 рублей. Это железнодорожный вокзал и местный Биг Бен. На самом деле Куровское ничем не отличается от других подмосковных городов. Все то же самое. Выходишь из вокзала, встречает такой рынок, автобусы, кафешки, тандыр. Вот, кстати, я так понимаю, это рынок Победа. Помидоры с Ростова, дыни, абрикосы, таксисты, пиццерия, хлеб. Вот и городской рынок, крытый. Да, Куровской городской рынок. Универсальный, розничный. А вот это, скорее всего, таксисты стоят. Ждут своих пассажиров. Сегодня на улице прохладно, ветер холодный. Прям осенняя погода. А, еще интересно, смотрите, флаги почему-то висят белые, синие, белые, красные. То есть я понимаю, если бы висел триколор или 3 цвета, а тут 2 цвета. Кто знает, напишите. Ну и слева, справа у нас, видите, традиционно идут дома, 5 этажей. Главная улица, наверное, это как раз-таки вокзальная, от которой и начинается собственный город. Ну, с вокзала и дальше. Время здесь идет по своим законам. Пока Москва несется в 2027 год, Куровское как будто бы, знаете, замерло в ожидании чего-то нового. И судя по истории этого места, ожидания здесь всегда заканчиваются громко. И вот такие маленькие, видите, автобусы курсируют по городу. Хотя я видел один большой. Но в основном это все-таки вот эти малыши. Вообще Куровское встречает, знаете, таким типичным советским уютом. Но не дайте себя обмануть. Это место основали старобрядцы, люди, которые бежали в эти болота от реформ, чтобы жить по своим правилам. Они же, кстати, и превратили эту глушь в такую текстильную империю. Ох ты, это что-то вроде даже замка, посмотрите. Какие шпили. Реально замок. А старобрядцы — это такой предпринимательский спецназ Российской империи, которые не могли рассчитывать на помощь государства, поэтому сами все строили. Суши-маркет. Я смотрю, центр-то у них тут такой живенький. Очень много магазинов. Давайте еще посмотрим на этот удивительный дом. Да, он выбивается из всего. Пока что я вижу. Недавно открылся, так понимаю. Но люди там есть уже. Я в Куровском уже, наверное, 3-й раз. Ну, обычно проездом. Сел на автобус или на машину и поехал дальше. Как бы по городу особо-то не гулял. И город не знаю. Так, и у меня сейчас с правой стороны должен быть ДК. Вот площадь. Да, и вот Дом культуры. Такое массивное классическое здание. Советский дворец культуры.
Афиш никаких не вижу, кроме бегущей строки. Но на самом деле это место десятилетиями, наверное, собирает вокруг себя местных жителей. Сам ДК открыли в 63 году, в 64-м сделали музей, а сейчас, насколько я знаю, здесь краеведческий музей. Вокзальная 7. Цветы, лавочки, скамейки, фонари. В принципе, наверное, как и везде, в любом маленьком городе. Все традиционно. Ну, а мы с вами идем в сторону Советской, как раз таки вот она у меня впереди сейчас будет. И посмотрим, как жизнь обстоит там. Вот афиша мероприятий, посмотрите. Студия «Позитив», какие-то объявления, тэквондо есть. Мероприятия для детей и взрослых. Театральная мастерская, детская анимация, ромашковое счастье 7 июля. Остановки здесь, конечно, не московские. Вот такие металлические, крепкие, как говорится, на века. Только подкрашиваю и все. Особо за ними ухаживать не надо. Центр творчества детского. Компьютерная грамотность. Ленин. Посмотрите, какой Ленин. Слушайте, он какой-то немножко несуразный. Я имею в виду руки. Посмотрите, руки большие. То есть такой непонятной комплекции мужчина. Невысокий, руки большие. Так, и вот, наверное, уже что-то из старого Куровского. Трехэтажный дом, кирпичный. Может быть, даже когда-то относился к фабрике, к которой мы сейчас идем. А подъезды с той стороны, да. Подъезды с той стороны. Ну и на противоположной стороне также четырехэтажка кирпичная. Все просто. Сушится белье. Так, и вот улица Советская. Давайте сейчас сначала уйдем направо, а потом уже пойдем налево, через фабрику. Посмотрим, что там от нее осталось. Вижу монумент 41-45 и памятник солдату. Вечный огонь, кстати. Редко где, в маленьких городах особенно, есть вечный огонь. Но вот здесь он есть. Справа, видите, ФАБ Завуч написано. Это такое трехэтажное монументальное здание из красного кирпича. И вот этот главный фасад, посмотрите, выделяется. Это фигурная кладка или все-таки это сверху на стену нанесено? По-моему, да, на стене это все дело. Вообще это здание строилось как школа фабричного заводского ученичества в 1930 году. А сегодня здесь Куровская гимназия. Видите, медсестра ухаживает за, скорее всего, бойцом Красной Армии. В этом здании в 1941 году проводилась запись в народное ополчение. Отсюда куровчане и ополченцы уходили на защиту города Москвы. А еще находился эвакуационный госпиталь. Вот поэтому здесь и медсестра, и боец. Пройдем сейчас через вечный огонь. Вот тут еще пушка установлена и зенитка, судя по всему. Такая, наверное, аллея славы. А, кстати, смотрите, здесь еще есть погибшие в
в Чечне и в Афганистане. И Герой Советского Союза. Получается, что общая. Как бы общая аллея. 41-45 и уже по факту наши дни. Да, труд в тылу, победа на фронте. Слава труженикам тыла. И часовня небольшая. Но вот эти двухэтажки, я уже почти уверен, что как раз таки относятся к бывшей фабрике. Просто какие-то здания отремонтированы, а где-то вот как впереди белое здание, но некогда это красное здание из кирпича. Вот в таком виде. В плачевном, я вам скажу. Вообще это бывшие жилые казармы для рабочих фабрики Балашов и сыновья. Такой яркий образец дореволюционной промышленной архитектуры. Ну, а вернее то, что от него осталось. А вообще построили в 1876 году. Представляете, до сих пор стоит. Вот как люди строили. По факту это и есть наследие тех самых старообрядцев. Давайте-ка заглянем. Я люблю в такие места заходить. Понятно, что уже здесь не жилое. Вижу срочное фото. Но хотя бы посмотрим, как выглядит внутри все дело. О, а тут еще и городской суд, смотрите. В смысле, здесь внизу, что ли, городской? А, или наверху? Нет, наверху срочное фото. Интересно. Ну, судя по всему, суд, наверное, наверху. Но металлические лестницы 100% оригинальные еще. Потому что что-то подобное я видел и в Твери, и в Москве снимал. Вот. Ну и наверх, конечно, все это дело поднимается. Но то, что суд здесь, как-то странно. Под лестницей вход в суд. Впервые тоже вижу такое. Обычно у здания суда более шикарные здания. Стяжки, что ли, смотрите, металлические, как будто бы стягивали здание. Конечно, ему уже столько лет. Да, всегда печально наблюдать за такими вещами, когда люди строили на века, ему там уже сколько, больше 100 лет, а потом оно начинает разрушаться. Окна вываливаются уже. Это еще нормально. Вон там дальше посмотрите, вообще, я думаю, печально, еще хуже. Видите, на той стороне за остановкой магазин. Мне кажется, что вот на этом фото как раз таки этот магазин в 1953 году. Да, это тоже все наследие тех самых старообрядцев. Низ как будто бы пообновили, ну и сверху тоже, видите, наложили. Где-то сайдинг, где-то кирпич голый. И вон там уже у нас старая фабрика. Мы туда еще пройдем. О, это что-то похоже на деревянное здание. Может, тоже сверху все просто отделали. Так реально, я как будто бы в советском тихом городке. Так все неторопливо, медленно. Бизнес, город-центр. Даже свой бизнес-центр есть. На той стороне тоже старое Куровское. Я имею в виду дом. Годов, наверное, тоже 30-х, если не раньше.
И вот здесь что-то вроде, наверное, рынка, что ли, потому что и магазины, и люди, либо предприятие какое-то. Компания Полигаль Восток. Я понял. По факту, вот эта улица Почтовая. И представляете, вот сюда я сейчас встану, чтобы вам более понятно было. Включайте свое воображение. Вот здесь когда-то были ворота на фабрику. Слева, справа памятники. А позади как раз-таки вон та башня с цифрами 1929 год. Но башня стоит, цифры тоже никуда не делись. И с правой стороны я видел какой-то памятник. Предполагаю, что он как раз-таки еще с той эпохи. Так, я же видел. Куда-то он пропал. Вон он дальше. Ну, давайте здесь пройдем уже. Не знаю, есть там выход или нет. Посмотрим. Вообще тут уже, видите, такое наложение эпох. То есть фабрика дореволюционная, потом уже советская. Все здесь уже перемешалось по факту. Какая башня. Все эпохи перемешались. Но я все-таки хочу пройти вот туда еще. Не знаю, получится у меня это или нет сделать, но я попытаюсь. Потому что там как раз-таки остались старые корпуса. Это тоже у нас мемориал 41-45. По факту повторяет то, что мы видели с вами в начале. Пойдемте же поближе сейчас к корпусам. Вижу, вон там проход есть. То есть здесь сейчас сосредоточены какие-то предприятия, организации. И я, насколько знаю, это, наверное, дальше нужно пройти. Давайте сейчас сначала здесь посмотрим. Ну что, по факту вот она, фабрика товарищества мануфактур Балашов и сыновья. Трудяги, миллионеры, аскеты. И именно они задали вот тот самый ритм этому городу на века. Выпускали здесь хлопчатобумажные ткани, пряжи. Но мне кажется, все-таки вот это уже такое более советское здание. Я говорю, здесь все так перемешано. Башня, труба. Здесь работал Курков Степан Иванович, герой Советского Союза, погиб при освобождении города Выборга в 1944 году. Но текстильное производство здесь же никуда не делось после прихода советской власти. Продолжали, как говорится, все это дело дальше. Потому что во Вторую мировую войну здесь уже выпускали ткани для военной формы. А позже уже весь город — это такой тихий советский городок, где ничего не происходит. А еще, насколько я знаю, в бывших стенах фабрики варят тонны пластика. Местный поликарбонат, им крыли стадионы для чемпионата мира по футболу и главные аэропорты страны. Ну а вот в этих столетних кирпичных казармах, где жили ткачи, теперь такие вот магазины, офисы, суд, который мы с вами прошли. Я все-таки хочу сейчас выйти и попробовать пройти насквозь, только в той стороне, подальше. То есть я обошел это здание. У меня памятник, видите, спиной стоит. Слушайте, ну забор, мне кажется, вот реально из 90-х. То есть по факту здесь особо-то ничего не меняется. Если местные жители смотрят, поделитесь в комментариях, как вам ваш город.
Он реально застыл вот там еще, в Советском Союзе, или все-таки тоже стремится в 27-й год, как и Москва? Какие-то конструкции железные. Вот фасады, видите, ритуальные услуги. Чего здесь только нет. Все перемешано. Ну вот и корпус тот. Белый, который раньше был красный. Красно-кирпичный. Я всегда поражаюсь этим масштабом. Как люди строили. Вы представляете масштаб? Это реально город. Они строят всегда город в городе. Я имею в виду про фабрики. То есть сразу фабрика, дом, как всегда, магазины рядом. Ну, школ тогда... Хотя нет, и школы тоже строили. То есть строили сразу все, чтобы человек, как говорится, никуда не ходил, не выезжал. Вот проснулся на работу, отучился на работу. Дети, скорее всего, тоже здесь на фабрике работали. Это было в порядке вещей тогда. Но, говорю, их тоже учили. Смены, конечно же, я уверен, были по 12 часов, может быть и больше. Так, вот здесь водители останавливаются. Хорошо. Дети по 12 часов работали, ну, как и взрослые, наверное. Но платили меньше, конечно. Потому что детский труд все-таки это детский труд. Работали не меньше, но получали точно меньше. Потому что взрослые более тяжелую работу выполняли. Вот здесь новый парк открыли. Парк Меланж написано. Меланж, не знаю, как правильно. Кто знает, поправьте, если ошибаюсь. Вот, представляете, корпуса еще там продолжаются. То есть вокруг. Вон та башня, 1929 год. По факту вот это тоже, скорее всего, какой-то старый комплекс, да. И вот оно, белое здание общежития. Ну, давайте посмотрим, что здесь за парк. Знаю, что открыли его недавно. Запрещено ездить на мотоциклах и на самокате. Ну, хоть здесь самокатчикам нельзя ездить. Я, конечно, не против них, но иногда это прям жестко они гоняют. Вот такое название его странное. Меланж. Что такое меланж? Кто знает, пишите. Туалеты есть. Круто. Детская площадка. Река здесь должна быть еще. Так, ну вот, смотрите, парк Подмосковья, такой эко-парк. Там вот река Нерская, качели, мостики. То есть можно пройти к реке, также пройти, кстати, вон, вижу еще тропинку, не знаю, куда она ведет. Ой, наверх можно подняться. Кафешка. Не знаю, кстати, работает или нет. Но, судя по всему, не работает. Ну, выглядит все вроде достойно. Наверное, для маленького городка неплохой парк. Неплохая зона развлечений. А вот и речка. Красота. Утки плавают. Но, честно говоря, мне напоминает больше деревню. Хотя вот там вдалеке есть еще высотки. 9 этажей, 12 этажей. Чайки плавают. Что? Ну, выбрасывай. Давайте вниз спустимся. Хочу пройти, посмотреть, что там интересного еще есть. Ау. Спросила сейчас у молодежи. Да, оказывается, еще есть такой меланж, это куриные белки, в бутылках продаются. Тоже меланж. Поэтому, Понял. не знаю, ищите название. Понял, спасибо. Это мы с мужчиной шли, рассуждали, почему парк назвали Меланж. Он говорит, я не знаю.
Вот пошел, узнал, говорит, что есть такие куриные белки. Может, говорит, поэтому назвали. Так что, ребят, пишите свое видение, почему назвали и вообще, что это значит. Ну, здесь, наверное, рыбаки рыбачат. А рыбаки рыбачат здесь, да? Да. А что ловят? Ну, лещ есть, Лещ? всякое есть. М, Понял. Рыбалка здесь неплохая, говорю. Вы местный, да? Местный, но еще до рыбалки не дошел. Понял. Так давно живу. Понял. Откуда приехали, если не секрет? А вы блогер? Да. Ну, я могу вам не вставлять это, если надо. Да, с Люберс переехали. Женой А. пенсионер, поэтому сюда. А здесь что, поспокойнее, чем в Люберцах? Получше? Ну, скажем, 18 июня этого года Люберцы и прилегающие, значит, территории, в частности, как Садовод, Капотня, Угу. НПЗ, там все долбили. А, вы поэтому... В Люберцах там много было чего. Ну, я А понимаю. здесь нормально, Здесь спокойнее. здесь спокойно. Понял. Ладно. Знаете, как вот удивил нас, мы здесь 3 года, ну, 4-й живем. Такси сейчас и пользуемся. Вот таксист называет маленькая Швейцария. Да вы что? Да, ну здесь все есть. Здесь То есть всё, что- комфортно для жизни, да? Ну, да, достаточно. Ну, хорошо. Чик, спокойно. Понял. А вы с какой целью тут? Я просто снимаю про город. Сейчас дальше поеду еще Да? в деревню. Давыдово вы были? Вот Давыдово. Да, сейчас Хорошо. туда поеду, поснимаю. Единственное, что здесь такой минус медицины. Была больница хорошая. Ее развалили, сейчас там хоспис по поводу применительно к старикам доживает. Вот, а была больница. А сейчас поликлиника, значит, чтобы, предположим, сделать рентген, Давыдово в больницу езжай, КТ, Егорьевск. То есть здесь нету, да? Все разнесли по Да, другим да, да, городам. да, да. Вот, чтобы КТ сделать, меня направили, и это целый день убит. Ну да. Пока Неудобно, конечно. А вы не против, если я вас покажу? Вы просто скажите Да сами. я не знаю, ну как-то. Ну, да ничего такого нет. Ну давайте. Ну, просто вот с местным жителем пообщались. Ну, вы, в принципе, слышали всю историю, вот как здесь, что с больницами. А Я как в не- Москву вообще вот? Я вот ехал 2 часа на электричке. Как бы такая электричка, я вам скажу, подубитая, грязная, прям, Вот это жесть. да, прям От этого вообще. все местные. Мне кажется, вот туда на север поезда ходят, они более цивильные, мягкие. Даже с Люберец направление Раменское, ипподром, туда ходят хорошие. Да-да-да, я говорю, а вот сюда почему-то как-то... Вот, сюда приходит хорошая электричка, и она ходит, по-моему, до Шатуры. А, дальше Вот, идет? да, хорошая. Она называется Экспресс. А, Рекс, Вот. наверное, какой-нибудь. Рекс, нет, Экспресс, просто Экспресс. Ну-ну-ну. И, значит, у меня пенсионка в Московской области, вот я не имею права по ней ездить. А, вон он что. То есть Вот ограничения есть. она только для москвичей. Москвичи шикарно живут. Ну, Как всегда. Москва другая страна. Ай. Слушай, ну пейзажи такие атмосферно здесь, на самом деле. Да, вода здесь темная. А почему темная вода такая? Торф. Она А, ну чистая, торфяные болота. хорошая. По факту получается же, вот как раз я историю рассказывал, образование этого места. Да. Вот про фабрику Балашова. То есть они бежали сюда и строили здесь. Вот такая вода. А здесь водичка красненькая. Да. Слушай, а здесь тоже торф горел? Вот помните, там 5-6 лет назад Нет, пожары были. я Не было здесь, да? 3,5 года. Поэтому сказать Не не знаете. могу. Понял. А то, что пожары были, ну были, наверное, везде. Вон, уток сколько. Понял. Ладно, спасибо вам, хорошего дня. Вернулся на Почтовую улицу, заинтересовал меня вот этот дом. Но я вот, говорю, почти уверен, что это все-таки
Дом как раз таки, который строили еще в те времена Балашовы. То есть дореволюционная. Может, казарма. А может быть, жило здесь управление той самой фабрики. Высшие чины, так сказать. Инженеры, директора. Бедный, мне кажется, он стоит и держится из последних сил. Вверху балкона, посмотрите, как осыпаются. О, одноподъездный. А вы где живете? Извините, вы здесь живете? Да? А это дом еще от фабрики, да? Я вас... Да. Можно спросить? Фабрика. А именно дореволюционный или уже после революции? Он 1927 года. То есть Но уже по советская. документам 37-го они ставят. Знаете почему? Нет. Чтобы не признавать его аварийным. Понятно. Спасибо. Вот, ребят. Кстати, строили. Да, вы что? Да. Пленные? Да. Серьезно? Да. А где-то еще что-то строили они здесь? Да. А, Что там дом есть? Вот там. где Такой вечный дом огонь, наш, да? Наш собрат прям вон там. Где вечный огонь? Да. Понял, спасибо. Вы А- исторических фактов собираетесь? Ну, снимаю видео про ваш город, а потом дальше поеду еще. Ну, наш город, знаете, сейчас уже не город, он у нас больше село, Ну, к сожалению. да, такой Сделали- деревенская сделали атмосфера. устроено, чтобы он был деревенским, да. А раньше это был город прям. Да. Понял, спасибо. Я можно в подъезд зайду? Зайдите, вы, конечно, там сейчас уже все. Ну, зато все увидят. Пойдемте, зайдем в подъезд. То есть сами слышали, да? По документам 37-й, но вроде как построили в 27-м. Там у нас подвал. Ну, в общем, дом строили в советское время. Вот так все это выглядит. То есть вход, темно. Реально, как будто я даже сейчас нахожусь в подвале. Такие лестничные проемы, площадка, окно. Да, представляете, все осыпается. То есть, наверное, через год приеду, будет вот так засыпано. Ну, наверх уже не пойду. В принципе, представляете уже, да? Что здесь и как. Но на самом деле, если за ним ухаживать, если его ремонтировать, то, я уверен, дом неплохой. Кирпич. Стены толстые. Потолки высокие. Да. Печально, честно скажу. Ну и напротив, какая-то старая двухэтажка. Скорее всего, тоже разваливается. Видите, трещина. Возможно, раньше вход был. Ну, а здесь с сайдингом просто отделали. И как будто бы обновился. Ну, по факту, Куровское, это вот оно вот все вот такое. Я говорю, я вот чувствую деревенский вайб. В плане здесь есть и высотки, и двухэтажки, видите, и старые дома, есть еще современные дома. И тоже, кстати, не высотные, что очень хорошо. Вот если вы все такие дома строили, я говорю, вот про те, там сколько, 3 этажа, трехэтажный кирпичный дом, видите. Вот такое оно, Куровское. А теперь фокус. Я в деревне. Да, серьезно. Давыдово официально по документам деревня. Но вместо изб здесь вот такие панельки, домофоны и 10 тысяч жителей. Это 3-я по величине деревня в России. Почему так? Все дело в заводе Мишлен. Точнее, в бывшем заводе. Французы уехали, но производство в деревне не вымерло. Завод переименовали, импортозаместили и штампуют тут новые покрышки. В Давыдово своя атмосфера, свой вайб. Здесь вот есть ночной клуб «Эдем». Настоящий райский сад в подмосковных джунглях.
Если вы думаете, что в Москве крутые клубы, вы просто не видели, как отдыхает Давыдово. Ребят, есть ли среди зрителей, кто здесь зажигал, напишите в комментариях. На самом деле в Давыдово вообще не чувствуешь себя в деревне. Давыдово — это такой градостроительный пранк. Индустриальная деревня. По документам ты в деревне, за окном где-то там у тебя куры, огороды, а живешь ты в обычной коробке на 9 этаже. Настоящие контрасты. Статус деревни, амбиции, как у мегаполиса. И, кстати, Давыдово стабильно удерживает статус одной из самых густонаселенных деревень. И это не миф, это реальность. Что, давайте немножко прогуляемся по этой деревне городской. Вот такие пятиэтажки. Видите, двухэтажные дома. Зелени много, машин много. В общем, деревня живет. И вот и скажите, что я где-то в деревне, а не опять в Куровском. Ну или в другом любом российском городе. Люди, видите, выращивают цветы под окнами. Почему-то мне вот этот дом напомнил Среднюю Азию. Детский сад. Кстати, малышей очень много. Да, очень много детей. Удивлен? Да, я удивлен, что есть такие деревни. Что-то похожее из деревень я видел в Сербии. Ну, конечно, там нет 9-этажных домов, но есть 4-5 этажей, и деревни реально, они как маленькие городки. Красивые, ухоженные, чистенькие. Вот детский сад и дальше школа за ней. Кстати, детский садик очень большой. Вот такие тротуары. И мне кажется, здесь даже как-то уютней, чем в самом городе. Вот такие пока ощущения. Очень много зелени. А, это гимназия. То есть большая, да, большая гимназия. И сама деревня больше похожа на какой-то такой спальный район Москвы. Вообще главная боль жителей этой деревни — это водопроводная вода. Вернее, ее качество. Все жалуются. Без фильтров, как говорится, жить невозможно. Это вот улица Советская. И я иду за водой. Сейчас покажу вам, где вода, где колодец и как вообще живет деревня. Но, кстати, это еще не самая, я бы сказал, богатая улица. Потому что параллельно я шел. Сейчас на обратном пути вам покажу. Там совершенно другая ситуация. Если здесь вы видите такой асфальт, как бы разбитый, дома какие-то непонятные, горелые, то та улица реально побогаче выглядит. Давайте сейчас наберем воду и покажу вам. Может быть, там люди более богатые живут все-таки. Хотя, смотрите, какой двухэтажный коттедж. И здесь тоже есть. Ну, вы в любом случае сравните, как здесь и как там все выглядит. Вот видите, люди затариваются водой и идут к себе домой. Там вон тоже набирают. Сейчас я то же самое буду делать. Ведро, что ли, потеряли? Так, друзья, ну что, я у колодца. Сейчас наберу воду как местный, как деревенский парень. Давно я не был у колодцев, тем более воду не набирал. Ведро какое-то все помятое. Так. О! Местные жители здесь качаются, занимаются спортом. Господи, что это за ведро такое? Ну все помятое. Бежит. Снимите вот эту штуку. Вон туда снимите, как я набираю.
Я не знаю, что делали с ведром, но оно дырявое, ржавое. Также я не знаю, кто отвечает за это ведро, местные жители или администрация. Но вот так, как есть. Вода холодная. Я даже почувствовал. Сейчас покажу вам, как там. Вот такой колодец. В принципе, он не особо-то глубокий. Вода чистейшая. Вот такие вот, смотрите, родник. То есть вот есть обслуживающая компания, так понимаю, которая все это дело обслуживает. Все, затарился водой, как деревенский. И идем дальше. Покажу вам одну из красивых улиц, которую я нашел. Друзья, мне тут местные сказали, что, оказывается, я не все сделал. Правильно, нужно повесить ведро вот сюда, а потом закрыть. Вот теперь я все сделал правильно. Вот она, друзья, та улица, которую я хотел вам показать. Улица Мира. Название какое хорошее. Посмотрите, какие домики. Здесь все аккуратно. То есть эта сторона мне больше понравилась, чем ту, которую я показывал, когда воду набирал. Аккуратненькие, красивые домики, все чистенько. Вот здесь колодец тоже есть, но этот колодец не для питья, а для полива огородов. То есть не питьевой. И реально мне вот здесь очень все это напоминает Сербию. Кто не знает, на канале много роликов из Сербии. Посмотрите, и деревни, и поселки, и города снимал. О, кто-то на втором этаже себе там замутил. Еще один огородец. Яблони. Вот этот старенький домик. Но все аккуратненько, все чистенько. Покрашено, выбелено. Даже кто-то, смотрите, красоту наводит на заборе. Рисует. Улица длинная. То есть я начал с середины. Как вам такая деревня? Мне кажется, это показательно такая образцовая деревушка. Еще один домик. Вишня растет. И где-то там, вдалеке, пятиэтажки, девятиэтажки. Вижу трубы завода Мишлен. И в конце бонус. Небольшое болотце. Прудом, конечно, это сложно назвать. Когда-то, может быть, и был пруд. Но сейчас это больше смахивает на болото. Еще труба какая-то есть. Возможно, сюда и что-то сливают. Сомневаюсь, что здесь живет рыба. Но лягушки уж точно живут. Вы посмотрите, какой огромный стадион в деревне. Вот там вдалеке школа. Причем это свежее поле, судя по всему. Вот там дальше раздевалки. Вот это общежитие. И вон там, где флаг, это музыкальная школа. Классно. Мусорки. Чистота, порядок. Все как в городе. Так, друзья, иду по шпалам. И посмотрите, какая красота. Я все еще в деревне. Одно озеро. Причем оно огромное. Вижу, там рыбаки. Сейчас спущусь. Второе озеро. Оно тоже большое. Причем длинное. Видите? Если позади меня такое более круглое, это какое-то вытянутое. Давайте начнем вот с этого озера. А потом посмотрим, что на той стороне. Спустился я поближе к озеру. Вот девятиэтажка. Так называемая наша деревня. И сразу озеро. Пацаны ловят рыбу. Ой, сколько там чаек. Ребят, что, поймали, нет? Не, вот там мы только пришли. Только пришли? Вот я ему пустынь делал, а сейчас буду поплавочную делать. Понял. А что вообще здесь ловится? Окунь, щуки,
Плотва, караси, лещи. Ничего себе. Самую большую какую ловили? Я ловил леща 2,5. Вот такой. Что сделали? Съели? Конечно, съели. Ох, какой здесь такой озерный вот запах, знаете, когда вот вода, ветерок, красота. Вот там, по-моему, даже кто-то рыбачит на лодке, что ли. Классно. И вот, говорю, смотрите, угол 9-этажного дома. Вот такое огромное озеро. Оно реально очень большое. Я знаю, здесь рыбачат, купаются. Причем оно продолжается где-то вот там вдалеке. Поверьте просто на слово. Куровское и Давыдово – это места, где реальность всегда сильнее бумажных статусов. Здесь не ищут красоту. Стоит ли ехать сюда 2 часа, решать вам.